morning, everybody. Доброе утро. Let's see. Welcome. It's nice to be here together this morning. Добро пожаловать. Это прекрасно оказаться всем вместе здесь этим утром. I'm thinking about the conference. How many people have been here during the conference already? Поднимите, пожалуйста, руки, кто был на конференции, был у нас. Довольно много. Добро пожаловать. And welcome to those who are just coming in now also. И особое добро пожаловать, дорогая Макс, тем, кто пришел вот сейчас первый раз. На конференции не было. Thank you so much to Zenya and your team for organizing and arranging this. Maybe, what do you think? Shall we straight up take a moment to introduce yourself to someone that you don't know? Ну что ж, может быть, мы тогда начнем с того, чтобы просто прямо начнем, что представимся тем, кого в зале, кого мы не знаем. Хорошая идея. Just a couple minutes and then we'll get back together. 2 минуты, и потом мы соберемся вместе. Just to take a moment, take 2 minutes to introduce yourself to someone that you don't know already. Итак, взять 2 минуты на то, чтобы представиться, подойти в зале к человеку, к людям, которых вы не знаете, и представиться. One or more than one? Хорошо, к одному. Уточнение задачи. К одному человеку.
команду. Он заработал сейчас. Замечательно, спасибо. Как-то просьба моей команде как-то сделать, чтобы микрофон стабильно работал второй. Thank you. It feels like it's a good atmosphere. Похоже, что у нас здесь чувствуется хорошая атмосфера. I also realize here we are, and would like to introduce ourselves also. Sorry for, sort of forgot there was a self here for a minute. И опять-таки, как так получилось, что мы-то сами не представились вам, поэтому извинения на секундочку забыли, что здесь тоже есть некое я. I'm Ellen SCHUPBACH, and living in Oregon, in Portland, and let's see, working as a facilitator and coach, and Max and me travel together in many different places, facilitating, teaching in different countries. I guess we just came from Nairobi, and we have the Deep Democracy Institute, where we are giving leadership trainings and enjoying that journey these days. So I won't say too much more, and sorry. Итак, меня зовут Эллен Шупбах. Я живу в городе Портленд, штат Орегон, и я являюсь коучем и фасилитатором, и вместе с Максом мы очень много путешествуем, мы фасилитируем, мы ведем тренинги. Только что вот сюда мы приехали из Найроби, это Кении, в Африке, и у нас есть институт глубинной демократии, где мы ведем тренинги по лидерству, и нам это очень нравится. And let's see, shall I say something about you also? And Max SCHUPBACH, you are the president of the Deep Democracy Institute, founder, yes? And Max SCHUPBACH, президент института глубинной демократии, да, говорит Макс. And co-founder many years ago now of First Process Work Institute in Portland. И теперь это уже давным-давно событие, но много-много лет назад ты был сооснователем первого института процессуальной работы в Портленде. Coming from the original group in Switzerland. И это все зародилось из откуда родом, то есть из Швейцарии. And founded many training programs throughout the world. И ты основал очень много программ. I'm noticing, I'm so enjoying introducing you that I could probably spend the whole day doing that, and maybe I shouldn't do that. Я вот прямо сейчас замечаю, говорит Эллен, что я испытываю громадную радость, просто представляя тебя, и похоже, я так могу провести весь день, потому что, наверное, не следует этого делать. So, but I wonder if there's anything in particular you would like to say about yourself. Но если что-то, что ты, вот, что-то конкретное, что ты еще хотел сказать о себе. I love to be here. Мне нравится быть. I love Mother Russia. Я люблю мать Россию. And I love my Russian friends. Я люблю своих друзей-россиян. And I'm grateful for the opportunity to be in Moscow once with a very diverse group from various backgrounds. И мне нравится, что вот только вот сейчас я веду эту группу здесь, в Москве, и при этом здесь собрались люди из очень разных сфер жизни. Looking forward to learning together these next couple of days. И я уже с терпением предвкушаю вот то, куда наш процесс обучения приведет нас за эти 2 дня. How many of you are from Russia? Кто из вас вот именно из России? Not from Russia, or from Russia? From Russia. Кто из вас россиян? Граждане России. How many of you are from any of the CIS countries? А кто из присутствующих из стран СНГ? Where are you from? Откуда? From Kazakhstan. Oh, welcome. Almaty. Astana. Astana. Из Казахстана? Welcome. Добро пожаловать. How many of you are here from, I think what used to be called at one point Eastern Europe?
like Poland, Czechoslovakia, Hungary. Кто из присутствующих вот из той части мира, которая когда-то называлась Восточная Европа, Польша, Венгрия, вот, страны Восточного блока? How about Western Europe? Еще Западная Европа. Welcome, very welcome. Oh, Из Германии oh, и Швейцарии. wonderful. Чудесно. Country sister. How many of you are here from the United States? Кто из США? Ну, вообще-то, вот сейчас из Бали, из Индонезии. And who is from a place that we haven't mentioned yet? Кто из какой-то другой страны, которую мы еще не упомянули? From Baltic states. Estonia? Oh, you are not part of the CIS? Не являются странами СНГ. Okay, that's good to know. See, learning here. Thank you. Tallinn, over. From you? From Peru. Peru? Oh, welcome. Welcome. Thrilling. Well, it's thrilling to be here this morning. Let me see if we can go on with our query for a moment. How many of you, for how many of you this is the first time you are encountering process work? Ну что же, это совершенно захватывает тот разговор, который у нас возникает. И сейчас продолжим наш небольшой вопрос. Кто вообще в первый раз знакомится с процессуальной работой? Поднимите, пожалуйста, руки. Good to know. Yes. Еще одно особенное, отдельное добро пожаловать. Okay, good. Хорошо. So we know where people are from and diverse backgrounds. Some of you have studied process work for many years. For some of you it's the first time. Looking forward, what I said before, learning together. I think you're going to say something about the plan for the next 2 days. Итак, теперь мы примерно знаем, кто мы, откуда мы, и, как я уже говорил, то есть мы знаем теперь примерно ваше соотношение, что здесь люди, которые уже знакомы с процессуальной работой, это для кого-то это первый раз, и, как я уже сказал, ну, мы теперь уже предвкушаем все то, чему нам удастся научиться за эти 2 дня. И сейчас Эрлин скажет, что же именно будет в эти 2 дня. You have a great memory. Замечательная память. Thank you. Awesome, thank you. Yeah, so this is what we were thinking for these couple of days is this morning Max will start out and give a brief introduction to the history of process work and an overview of the theoretical basis for this day and the seminar. And then, the overall theme for the day is around detachment. So we have different ways that we'll work with that. And then, sorry. Итак, вся тема сегодняшнего дня, она будет связана именно с темой привязанности. И сначала Макс даст некий общий обзор и теоретическую основу того, что будет происходить. And then tomorrow we will work with process mind. И завтра мы будем работать с процессом ума, Earth-based psychology, геопсихологией, life myth and essences on our paths as leaders and facilitators. и вот теми самыми важными, самыми насущными вещами, которые нам требуются как фасилитаторам, как лидерам. How does it sound? Как такой план для вас? Maybe that's a good moment. What do you think? Is that a good moment to get started? Как для вас хороший момент сейчас начать? I'll say a few things, if you will allow me, about the background of process work. Ну что же, с вашего разрешения скажу буквально несколько слов о прошлом, да, и об основах процессуальной работы. Think of it as a kind of a map, which
might help some of you to place these 2 days in. Я предлагаю вам вот посмотреть на это как на некоего рода карту. Да? Вот сейчас та информация, которую вы получите, это будет такая карта, куда вы затем сможете поместить вот эти 2 дня. I think off the bat I want to say that the core of process work is your experience. Прежде всего, я хочу сказать, что ядром сердцевиной процессуальной работы является ваш собственный опыт. It's a phenomenological approach. Это феноменологический подход, which means you needn't agree with any of the things you hear. You needn't understand any of the concepts. You're being encouraged to take your own experiences serious. Что это означает? Это означает, что вам нет необходимо соглашаться ни с одной из теорий, которые вы услышите. Вам нет необходимости верить тем концепциям, которые вам предлагаются. Что мы здесь вас поддерживаем делать? Мы поддерживаем вас принимать ваш собственный опыт. Think of your awareness when you get up in the morning. Подумайте о вашем восприятии, вот что вы воспринимаете в тот момент, когда вы просыпаетесь утром. Try to think along with me for a moment. Думать параллельно со мной, шаг в шаг. To see if you recognize your own experience in what I'm saying. И посмотрите, насколько вам удастся распознать ваш собственный опыт, ваши переживания в том, что я говорю. Let's say you get up in the morning and you're waking up from sleep, and some of you might be aware of the moment when we're waking up and the period of in between. You're no longer sleeping and you're not yet awake. Давайте представим, что вы просыпаетесь утром, и кто-то из нас в состоянии вот распознать этот момент, что я уже проснулся. И давайте представим себе, что вам также получается вот осознать, что вы находитесь в моменте, когда вы уже не спите, но еще не проснулись. Any of you notice this period? Кто-то из вас замечает, вот, когда просыпается, вот, осознает вот это состояние. Thank you. Спасибо. And you can, if you want to, you can even have a little tape recorder next to your bed, and right in that moment when you wake up, you can dictate your dreams onto the tape recorder. И если вы захотите, вы можете положить рядом с вашей кроватью диктофон и затем записать свое сновидение, то есть надиктовать его туда. You should try that. It's a fun experiment. Попробуйте, кстати, это очень веселый эксперимент. Then you get up, and then I guess you do what most people do. You're eventually going to go to the bathroom, brush your teeth, what have you. А затем вы встаете, и рано или поздно вы, скорее всего, делаете все то, что делают люди, когда они встают, они отправляются в ванну, они чистят зубы и так далее. Try to find your everyday personality somewhere. Ищут где-то там по своему жилью, куда же задевалось их бодрствующее «я». It helps to have clothes. Также помогает одеться. Because they remind you of your gender, your age, your culture, what have you. То есть, когда вы одеваетесь, это хорошее напоминание о том, какого вы пола, какого вы возраста, к какой среде вы относитесь. If you want to, you can over breakfast tell your dream. И если хотите, вы можете за завтраком рассказать ваше сновидение. To your friend, if you have one, or to your cat, or to your coffee cup. Близкому человеку, если у вас таковой есть, коту или кошке, или же просто вашему кофейнику. And compare the dream that was on your tape recorder after you just woke up. И сравните то сновидение, которое записано у вас на диктофон, которое вы надиктовали сразу, как проснулись.
with the dream that you will tell your friend a half an hour later over breakfast. С тем сновидением, вот каким вы его рассказали вашему близкому человеку, вашему другу или подруге за завтраком. And you might notice that actually the dream has already changed quite a bit. И, скорее всего, вы заметите, что ваше сновидение уже успело значительно измениться. So, in process work, we call that normal, everyday phenomena marginalization. И в процессуальной работе это то, что мы называем нормальной или обычной повседневной маргинализацией. We all go through a number of experiences, Мы все проживаем серию опытов, any moment. в каждую секунду. Some of those we can make more central, some of those we can make more marginal. И какие-то из них мы можем сделать более центральными для нас, а какие-то более вытесненными на окраину, маргинализованными. Think of it, it's like a flashlight. Представьте себе это как свет карманного фонарика. Our awareness can work like a flashlight. Наше восприятие работает как свет фонарика. Like, imagine this room was dark. Представьте себе, что в этой комнате темно. I can point my flashlight at this beautiful flower there on the carpet. И я могу направить вот световое пятно от моего фонарика на вот этот прекрасный цветок на ковре, Which allows me to focus on it, и это позволяет мне сфокусироваться на нем. and which at the same time allows me not to have to look at anything else. И в то же самое время это позволяет мне не смотреть на все остальное. Marginalization. Маргинализация. So, process work is based on the concept that we try to support a principle that we call deep democracy. И процессуальная работа строится на основе того, что мы поддерживаем то, что мы называем глубинной демократией. Which means we don't only want to focus on what is central, Это означает, что мы не только хотим фокусироваться на том, что является центральным в нашем опыте. we would like to focus to some extent also on what is marginal. Но мы хотим в то же самое время и фокусироваться на том, что для нас оказалось маргинализованным. Now, let me say very briefly in 5 or maybe because of the translation 10 minutes, how far we got with that. И позвольте мне очень кратко, 5, может быть из-за перевода 10 минут, я возьму на то, чтобы просто рассказать, как далеко нам удалось зайти по этому пути. And how that's important for these next 2 days that we learned today. И как именно это кажется ценным для той работы, которую мы будем делать в следующие 2 дня вместе. The first concept that was developed in process work was called the dream body. Первая концепция, которая была создана в процессуальной работе, она называлась «Тело сновидений». The dream body was looking at body symptoms as marginalized experiences. Тело сновидений рассматривало те симптомы, которые возникают, соматические телесные симптомы, как вот такой маргинализованный, вытесненный на окраину опыт. Let's say, for example, you have a headache. Давайте представим себе, что на секундочку, что у вас болит голова. And let's say this headache, you don't think of it only as a headache, meaning an experience that you would like as far away from you as possible. И давайте себе представим, что эта головная боль на секунду не является тем опытом, от которого вы хотите отдалиться так далеко, как только возможно. But you try to open up to what the headache is actually like. Но вы пытаетесь открыться тому, как что, собственно, это головная боль. Let's say, for example, you find you have a pounding headache. Давайте представим, что это такая пульсирующая, да, вот,
стучащая изнутри в голову головная. You can feel it, you can even feel the pounding. Вы можете ощутить, а может даже ощутить вот эту пульсацию. And you might find the rhythm like tum, 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 tum. То есть вы можете даже обнаружить, что у нее есть вот такой ритм. And then we find in our research that as frequently as spontaneous memory of a night dream comes up. И мы обнаружили, что достаточно часто вот спонтанно за этим вспоминается некое ночное сновидение. That's connected to the experience that you have in your body. Которое связано с тем опытом, который вот сейчас есть в вашем теле. Like that example that I think in the meantime others frequently used was by a woman, and she had a headache, and she heard it, and she said, "Oh my God, I dreamt last night I was in a big drumming party." Dum, 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 dum. И, как пример, недавно я работал с женщиной, и у нее в этой ситуации возникло воспоминание. Она сказала: "О боже мой, у меня был сон, в котором я была в такой вечеринке, где играют на барабанах." So her head was continued to drum. Ее голова продолжала барабанить. In the night, she was involved in a drumming party. Итак, ночью она была вовлечена в эту вечеринку. Celebratory aspect of life and everything that was happening. То есть это был такой праздничный момент, то есть там все было праздничным, был праздник жизни, связанный со всем, что это означает. But during the day, she decided to become a normal person with a duty to go to work. Но днем она решила стать своим обычным человеком, отправиться на работу. So the only thing that kept on drumming was her head, so to speak. То есть единственная часть ее, так сказать, которая продолжала барабанить, это была и собственная голова. We call this phenomenon the dream body. Подобного рода феномены мы называем телом сновидений. Another way of saying that is, you can say that the experiences in your body symptoms. Мы можем это сказать по-другому. Мы можем сказать так, что переживание ваших телесных симптомов And your night dreams и ваши ночные сны have a symmetry. Они симметричны. Oops. I have spelling problems here. So that was the first part of one of the first keys that themes that started processing. Это была одна из первых тем, с которой началась процессуальная работа. Симметричное сновидение. So far, so good. До сей поры все понятно, да? Yeah. So waking up, everybody's waking up. Так, все потихоньку просыпаются, да? The next step we worked on was relationships. Следующий шаг, с которым мы работали, это была область отношений. The three-body relationships. Тело сновидений и отношения. To make a generalizing summary, Обобщая, that's not completely correct in this way, это не до конца корректно вот таким образом, но but it's an okay approximation for this morning. Для этого утра допустимое приближение. Was the research that showed that your relationship issues Исследования показали, что те проблемы, которые у вас есть, те вопросы, которые есть в ваших отношениях, are also symmetric to your night dreams.
также симметричны вашим сновидениям. And your body symptoms are therefore also symmetric to your relationship issues. И, следовательно, ваши телесные симптомы также симметричны тем проблемам, которые есть в отношениях. For example, let's take this man who dreams at night that he's involved in a drumming party. Okay. What man or woman? Well, we changed the gender. Окей, теперь возьмем мужчину, в ходе рассказа у нас поменялся пол у персонажа, который тоже, мужчина, который был на вечеринке с правами. Let's say the man was out with among friends, they had a great time and a fun time together, celebrating and enjoying themselves. Представь себе, что этот человек где-то был вместе с друзьями, они там совершенно замечательно проводили время и наслаждались друг другом в своей компании. So can you imagine the man waking up the next morning, feeling somewhat, maybe a little guilty, thinking, okay, I better get back to serious life. И вот представьте себе, что этот мужчина просыпается на следующее утро с легким чувством вины и вот с мыслью, окей, надо мне возвращаться к обычной жизни. Life is hard. Жизнь это тяжелая штука. Life is work. Жизнь это работа. Life is duty. Жизнь это обязательство. Life is ambition and success. Это амбиции, это устремление, это успех. The celebration is being marginalized. И вот чувство праздника, празднество, оно маргинализуется. So very likely that man is going to develop a relationship issue during that day. И с большой вероятностью у этого мужчины возникнут какие-то вопросы в отношениях в течение дня. For example, he will eventually see somebody who, for example, might be happy. Представим себе, что он встречается с человеком, который идет и выглядит совершенно счастливым, вот таким. And he'll say, why are you like this? You should be more serious. И вот он скажет, ты чего такой? Серьезнее нужно быть. So, the celebratory part, Вот эта празднующая часть has now switched. This is now in the relationship channel. Она теперь переключилась вот в этих каналах отношений. That's good, because he will find that his headache is gone. И это хорошо, потому что в этот момент он может обнаружить, что его головная боль исчезла. Because now he can have it out with a person. Потому что теперь эта часть уже не в голове, она снаружи, вот вовне, в виде другого человека. We call that phenomena dream body relationships. Мы называем этот феномен тело сновидений в отношениях. Dream body, I think that's already written up here. And then in relationships. How do you write that in Russian? То есть тело сновидений, добавим слово отношения. Отношения. Thank you. So, so far so good. Marginalization happens. There's a point I was trying to make a few minutes ago, the flashlight. We focus on one thing, the man focuses on everyday life. Итак, до сих поры все понятно. Возвращаясь к тому, что я говорил несколько минут тому назад, маргинализация происходит из-за фокуса нашего восприятия, да, который подобен фонарику. Мы фокусируемся на чем-то, что нам представляется важным в нашей жизни. Something else, in this case, celebration is being marginalized. А что-то иное, в данном случае, в нашем примере, вот это ощущение празднества, оказывается маргинализованным. I was born in Switzerland. Я родился в Швейцарии. And I live in the United States now for 25 years, I think. И я живу в Соединенных Штатах, по-моему, уже 25 лет. And this was one of my early clients back in Switzerland.
И вот был у меня клиент в самом начале So, в Швейцарии. it's fun to have a Swiss fellow citizen here. И очень хорошо иметь, сейчас присутствует моя соотечественница, Because потому что because she can verify the next step in the theoretical development of process. потому что она может как бы подтвердить верность следующего шага в теоретическом изложении процессуальной работы. One of the next steps came looking at groups and collectives. Следующий шаг появляется из исследования того, что происходит в группах и коллективах. And we found that groups and collectives in a way operate very similar like individuals. И мы обнаружили, что группы людей, коллективы людей в некотором смысле очень похожи. В них все происходит так же, как все это происходит в индивидах. Be it a team, be it an organization, or be the whole nation or a culture. Идет ли речь о какой-то рабочей команде, идет ли речь о компании, какой-то организации в целом, или же речь идет о целой нации, о целой культуре. Will centralize certain experience Мы, как мы, централизируем некий опыт, and keep other experiences more on the margin. а другие опыты мы вытесняем как бы на окраины, на поля нашего восприятия. Like we call that, as you know from yesterday, some of you might know from yesterday before, a field. We have a social field. Возможно, те из вас, кто были вчера или там, с предыдущей нашей работы, помните, что мы это называем социальным полем, Where we could say we have a central role here that's called work. в котором есть центральная роль, которую в данном случае называем работа. And then we have a more marginal, this is called central, Центр. central. And then we have a more marginal role here outside called маргинальная, окраинная роль здесь, celebration, которая называется праздник. celebration of life, Праздник жизни, celebration life. празднование жизни. Now, those of you who are familiar with Switzerland and the history of Calvinism and Protestantism, Те из вас, кто знакомы с историей Швейцарии, с историей кальвинистского движения, вообще с историей возникновения протестантизма, can see that the work celebration issue is not just an individual issue of that person, что вот эта тема, вот возникающая между работой и праздником, это не тема вот этого отдельного человека. but it's a cultural issue that actually is something that's present for the whole culture. Но это культурная проблема, это то, что наличествует во всей швейцарской культуре. So, and then the final point I want to make is, are you still following me? Итак, и последний момент, который хотел говорить, вы как, следите за моей мыслью? Вы здесь? Maybe you should stop. Do you have questions you want to ask? Может быть, нам сейчас следует остановиться, какие-то вопросы вы задаете? No? Нет? Okay, Хорошо. all right. Well, let me make the final step then. Тогда позвольте мне сделать финальный шаг. So, if you understand a little bit, that you can say in a given culture, Если вы начинаете понимать, что вот можно сказать так, если у нас в данной культуре certain things are more central, what would you say are the basic concepts of Russian life? если мы принимаем вот эту идею, что в каких-то культурах какие-то вещи являются центральными, то что может быть вот такой базовой концепцией или концепциями в русской жизни? In your mind, У вас в вашем уме, so not what you think, but in your mind, if you would go into the street and ask an average Russian, what does one live for?
what you think she or he would answer. Вот смотрите, не то, что вы думаете по этому поводу, но вот то, что происходит в вашем уме. Вот мысленно представьте себе. Если бы вы вышли на улицу и проводили такой опрос людей на улицах города, во имя чего или ради чего, для чего живет человек, что вы услышите? What do you think? Как вы думаете? Дети. Children? Дети. Children. Family. Семья, да? Family? No, children. Not family, but children. Forget the family, children. Забудьте семью, главное дети. Да. Okay, a little bit. Да. Children? A lot of people for the good retirement. Good retirement. Okay. Ради хорошей пенсии. Okay. Okay. So children and good retirement. Итак, дети и хорошая пенсия. Would you say? Что еще? Rest, no, not rest, but vacation. Vacation. Enjoyment. Радость. Радость для Enjoyment for себя. yourself. Радость для себя. Okay. Go ahead. Я полагаю, что многие люди говорят, что я живу ради других. Вот мне кажется, что ради как друзей, что ли, или как это назвать. Потому что многие вот пьют там есть. A lot of people are living for their friends, for their nearest environment, so they even get drunk together. Okay. All right. Good girl. One more. Okay. Okay. Знаете, мне кажется, преимущественно в нашей стране люди живут, они просто выживают. Для них основная задача — это зарабатывать деньги. So I think that a lot of people in our country just are living for the survival as it is. They're earning money because of they need money to survive. Okay. All right. So. Creation, being creative is something. You think the average? You think if we ask 20 Russians in the street what you live for, they will say creation? То есть, если мы выйдем и таких среднестатистических прохожих на улице человек 20 опросим, большинство из них скажут, что они живут ради созидания. Но созидание же бывает разное. But the creation will be different. Понимаете, и каждый скажет, один скажет, я созидаю вот для этой жизни, чтобы для семьи, да, что-то создать. So the person could say that I'm creating something for my family well. Кто-то скажет, что для Somebody своих say родителей. for the parents. You are Кто-то скажет, creative. для себя хочу создать хорошую жизнь. I want to create a good life for myself. Вы сами явно созидаете. You are creative. You are creative. So, I'm going to venture, I'm going to do what you're never supposed to do, to say something about another culture. И сейчас я сделаю что-то, что вы, наверное, не ждали, что я сделаю. Я скажу что-то не о культуре. So, you are unlikely to meet a Russian when you say, what do you live for? Очень вряд ли вы от россиянина услышите ответ вот такой, если задать вопрос, ради чего вы живете. He will say, me? Я Greed. ради жадности. I would like to be the best, most successful and richest person. Я хочу быть самым успешным, то есть самым богатым человеком. I will succeed by all means, И я это сделаю любой ценой. even if I have to screw my friends, Даже если придется кинуть всех друзей. because I finally want to get ahead. Потому что я действительно хочу быть богатым. No? You're unlikely to ever see that. Вряд ли вы вот услышите что-то подобное. How come quite a few of you are laughing? Почему вы смеетесь, если это не так? Say something. Why are you laughing? Скажите, Вот так оно на самом деле. because indeed it is so, said the Oh, Jew. see, that is Internally, so. The equivalent is like if you would say in Switzerland, you will never meet a Swiss that will say, life for me is all about doing nothing. эквивалентом такого же несказанного в Швейцарии будет, что от швейцарца вы никогда не услышите. Вот для меня жизнь это про то, чтобы ничего не делать. My ambition is to be as lazy as possible and live on the costs of other people.
Моя амбиция делать, вот, достичь того, чтобы вообще ничего не делать и жить за счет других людей. However, Тем не менее, if you go in a psychiatric clinic, если вы отправитесь в психиатрическую больницу, you'll find people with extreme states. вы найдете людей, находящихся вот в острых состояниях. And if you start to interview them, И если вы начнете опрашивать их, a lot of these contents will come up. очень много вот из этого содержания, которое только что прозвучало, будет выходить на поверхность. We found that in the extreme states in any culture are Мы обнаружили, что в острых, экстремальных состояниях людей в каждой культуре we find these marginalized roles. вот то, что маргинализовано, начинает выходить на поверхность. So, to sum it all up, И суммируя сказанное, in process work, процессуальная работа, we look basically at two kinds of energies. мы всматриваемся в основном в энергии двоякого рода. One energy we call the U energy. Одну энергию называем энергией большое У. You can call it, it's the U. То есть здесь слабопереводимый амония, потому что по-английски звук «ю» можно принять за звук «ты», то есть «ты» и «вы». It's really a mathematical symbol, Но при этом это еще и математический символ. but it's also U, the U. То есть это математический символ, здесь можно было бы математически написать «ты». Your identity, Внешняя идентичность. the concept of yourself that you have become comfortable with. То есть некая концепция себя, с которой тебе предстоит быть комфортным. And then we have the kind of energy that is marginalized. И есть другого рода энергия, которая маргинализована. By you, Маргинализована вот этим, and also by your culture, но также она маргинализуется вашей культурой. also maybe in a team. Может быть, вот той командой, к которой вы принадлежите. We call that the X energy Мы называем это энергией X. because it's the unknown energy, Потому что X, как правило, обозначает нечто неизвестное. like in mathematics, it's the unknown То energy. есть, так же, как в математике X обозначает неизвестное, это для нас неизвестная энергия. It's also the energy that you don't like, И кроме того, это та энергия, которая вам не нравится. like an ex-partner. Например, как, опять-таки, по-английски, экс-партнер, да, и по-русски тоже. Да, то есть, бывший, ваш бывший или бывшая, да? Helps you to remember which one is you, which one is X. И тут иногда даже трудно вспомнить, да? If you're not good with mathematics, just remember ex-partner and then you. То есть, если у вас было в школе плохо с математикой, вот запомните, U это вы, а X это ваш бывший или бывшая. Никогда не перепутайте эти энергии. We try what process work does. Что мы стремимся сделать и что делает процессуальная работа? It facilitates, meaning it makes easier. Она фасилитирует. Слово фасилитирует означает, что что-то делается более простым, более легким. Your dance of U and X energies. То есть вас танцует эта энергия У и энергия X. We all have an individual U and X energy. У всех у нас есть вот эта индивидуальная энергия У и энергия X. They are mythical for us. Для нас они мифологичны. We have no choice over them. И в этом смысле у нас нет выбора. We have a lot of creativity how we want to express them. У нас есть очень много креативности, мы можем очень много создать вот в тех форм, через которые мы их выражаем. But about their deepest essence, we have no choice. Но вот на самой глубинной сути у нас нет выбора. If you are close to your U and your X energy, Если вы близки к этим вашим энергиям U и X, these are the moments when you feel well, это те моменты, когда вы чувствуете себя хорошо, when you feel you're in the zone or you're in flow. когда вы чувствуете себя, спортсмены говорят,
вошел в зону, или же иногда говорят, я в потоке. And when you feel you're on the path of least effort. Когда вы чувствуете, что вы двигаетесь вот по пути наименьшего сопротивления. And things sort of happen on their own. То есть, как если вот вы что-то делаете, а все происходит само по себе. The moment you start to feel things are grinding, когда вы чувствуете, что движение становится таким ухабистым, you're frustrated, вы фрустрированы, tired, etc., that means you're drifting temporarily more over into the U energy. Это означает, что вы вот между этими полюсами больше сдвинулись в сторону полюса У. And we have moments where you're ecstatic. И бывают моменты, когда вот вы абсолютно в восторге. Oh my God, he did it! Получилось, сделал, Look what happened. смотрите, как здорово. You went over an edge. Все, тут вышли за границы привычного. You temporarily went over to the X side. Это значит, что на какое-то время вы оказались вот здесь, на стороне X. So process work facilitates U and X, the journey between U and X. И что делает процессуальная работа? Она фасилитирует путешествие между U и X и обратно. You can do that with individuals, Вы можете делать это в работе с отдельными людьми, couples, семейными парами, teams, командами, and organizations, компаниями, организациями, and government. правительством. It has a global application То есть это имеет как бы глобальную применимость, that you can use for the entire human experience as far as we know. То есть настолько, насколько нам известно на сей момент, это применимо ко всему человеческому опыту. So we use it partially, for example, for medical aspects, body symptoms, psychosomatic stuff. Это можно, например, применять и к медицинским симптомам, к тому, что вот работать со всякими психосоматическими задачами. We use it for, well, there's so many areas where we use it. I want to say, like Ellen and I, these last 5 years, we use it for a lot of consulting in organizational development issues. Это можно применять, ну, я не знаю, например, мы с Эллен уже много лет это применяем, консультируя компании и организации. And we use it in large international companies. Мы это используем, работая с большими международными компаниями. And we have in the last year started to consult two governments. И за последние несколько лет мы начали консультировать два правительства, то есть правительства двух стран. And overall are getting good feedback and good results. И в общем и целом мы получаем хорошую обратную связь и хорошие результаты. So that's some of the background of the many things that we do in process work. Это вот как бы некий общий обзор того, что мы, собственно, делаем в процессуальной работе. I'm excited about the theoretical framework. И меня вот всегда очень радует вот этот теоретический формат. Because it pulls aspects from physics, traditional physics and modern physics. Потому что соединяет в себе аспекты концепции из физики, причем как из классической физики, так и современной физики. Pulls it together with concepts from anthropology, like Australian Aboriginals especially. Вот он соединяет вот физику с антропологией, в особенности с исследованиями австралийских аборигенов. Yes? Just a clarifying question. The process work does what with you and X energy? It makes it easier to go from one to another? I wasn't quite clear on that. Просто чтобы прояснить, процессуальная работа фасилитирует, делает проще перемещение от X к U, или я хотел бы прояснить этот момент. It facilitates the awareness of either individual or group around their presence, and it facilitates, meaning makes easier the decision of the individual or the group of what to do with
that X energy. И это фасилитирует в том смысле, что помогает индивиду или группе понять, осознать, где они находятся между этими энергиями, и индивиду или лидеру группы решить, что они, собственно, хотят делать вот с этой неизвестной энергией X. Good question. Хороший вопрос. Yeah, it pulls together concepts from spiritual movements or schools or. К этому еще добавляются, сводятся вместе концепции различных духовных школ и движений. But also pulls in aspects from mathematics and complexity theory. И также к этому добавляются и концепции из математики, включая теорию комплексных чисел. But the best part is you needn't study any of it because all you really need to do is follow your own experience. Самое хорошее, что все эти теории вам нет необходимости изучать, вам просто необходимо следовать за своим собственным опытом. So before I ask you some clarifying questions about the general theory, I want to say briefly something about these 2 days here. И перед тем, как у нас тут будут проясняющие вопросы к этой теоретической части, я еще хочу коротко добавить по поводу того, что у нас здесь будет в течение 2 дней. That's most of the theory that you'll hear. Это большая часть той теории, которую вообще вам предстоит услышать. We want to work experientially with you. Мы хотим работать эмпирически, то есть с вашим опытом здесь. Because you need to experience it. Потому что вам необходимо быть в опыте того, что вы делаете. The way that Ellen and I designed the workshop, вот то, как мы с Эллен сконструировали, дизайнировали этот воркшоп, is in terms of our own coaching practices with leaders, facilitators and therapists. То есть вот в терминах того, как мы ведем нашу собственную коучинговую работу с лидерами на тренингах и с терапевтами. Tomorrow we would like to show you methods how you can access your own life myth. И завтра мы с вами вам покажем, как вы можете получить аспект, методы, которые можете получить доступ, прошу прощения, к вашей собственной переживанию жизни. That's your intrinsic XU energy. То есть вот это с этой вашей собственной внутренней энергией X. We'll show you in an exercise how you can find that and use that for your own practice. Мы покажем вам упражнение, как вы можете это сделать и использовать это для своей собственной практики. It's a connection to the global mind or to the wisdom of the earth, if you want. Это соединение с глобальным умом, глобальным разумом или же с мудростью Земли, вот если вам так угодно. And we would like to show you some interesting stuff about earth-based psychology, where you can use the spirit of the earth for your leadership. И мы покажем вам очень интересные упражнения именно из геопсихологии, и как вы это можете использовать для ваших собственных лидерских качеств. And both of those will be practical exercises that you can use anytime you want. И то, и другое это будут практические упражнения, которые вы сможете использовать в любое время, когда захотите. But today we want to do something slightly different. Мы хотим сделать нечто немножко другое. Because we found with our studying ourselves, and I have to say, studying a few other people than ourselves. И то, что мы обнаружили, исследуя самих себя, равных как и других людей, that sometimes we would have a tool how to get to our various process, mind or individual path. Потому что иногда у нас может быть инструмент, который позволяет нам получить доступ к процессу нашего ума, к нашим собственным различным путям. But we can't get to the tool. We are not able to use the tool. Мы не можем добраться до этого инструмента, или мы не можем его применить, because we are because we are screwed up.
Потому что мы, вот у нас все перемыкнуло. For example, we get in moods. То есть на нас напало некое настроение, например. Вот, No moods. у вас бывает такое, что накатило? You get in mood, something happens, Что-то you происходит, go. и вот вас так накрыло. And your friend says, I have an exercise for you. И к вам подходит кто-то из друзей, слушай, а у меня здесь есть упражнение. You say, I want your exercise. И у вас ответ примерно вот Keep такой. your exercise. Не хочу этого упражнения, засуньте себе свое упражнение и так далее. You don't know what happened to me. Ты вообще не знаешь, что со мной происходит. We get in moods. Да, вот тогда у нас вот то самое накрыло. So this morning, Elvis gonna give us an exercise what to do when you're in a mood. И вот сегодня утром Эрвин покажет упражнение, вот что делать, когда накрыло. And this afternoon, we're gonna work on the second largest problem of humanity. После обеда сегодня мы будем работать с второй по масштабу проблемой, с которой сталкивается все человечество. None of you is affected by it in here. Но, разумеется, никто из присутствующих с этим ни разу не сталкивался. Вас это не затрагивает. Because, like me, I assume that you have developed beyond it. Потому что я, само собой разумеется, считаю, что так же, как и я, вы уже как бы вышли за границы этого, вы уже выше этого. However, it might be useful for people that you know. Но тем не менее, это может оказаться полезным для тех людей, с которыми вы знакомы, Who suffer from it. которые вот страдают от этой проблемы. It's an inflammation. Это проблема вот такого перегрева. That's called rankism. Называется Rankism. Rankism. То есть это сейчас хороший термин, сейчас я попробую по-русски. То есть как Rank. то есть как у нас всяк сверчок знает свой шесток. Вот такая проблема. Rank. То есть чтобы озабоченность чинами. You know rank? Известно, что такое чин здесь, да? Ранг. Ранг, чин, то есть Rankism is an inflammation of your rank consciousness. то есть это такое воспаление ранжирующей части вашего сознания, вот, иерархической части вашего сознания. Suddenly you feel disrespected. Внезапно вы чувствуете, что вас недостаточно уважают. Or you feel someone is looking down at you. Или же вы чувствуете, что кто-то здесь смотрит на вас сверху вниз. Or you think, why am I not sitting on that panel? Или же вы думаете, а почему меня не пригласили за этот круглый стол? Почему я не в президиуме? Or how come so and so forgot me? Или почему какой-то такая-то забыли обо мне? I'm more important than the other. Я ведь более важная личность, чем другие. I know this is not affecting you. Я знаю, что с вами вот такого, у вас такого воспаления нет. Falsification. Может пригодиться. So this afternoon we have a fun exercise that can help you help people who once in a while suffer from rank issues. То есть вот мы сегодня после обеда поработаем с теми, у кого вот иерархия воспаляется время от времени. But maybe it affects some of you too, because I see some of you start to look really depressed. Но возможно это все-таки как-то не чуждо и вас тоже, потому что кто-то раз стал выглядеть так расстроен, Some of you start to look exhilarated, sort of for. а другой наоборот стал выглядеть радостным. Alright, great. How about one question about general process work theory? One or two questions, then we take a short break and we get back together for a yoga. Хорошо, а как насчет того, чтобы сейчас один-два вопроса по поводу общей теории, а потом у нас будет короткий перерыв, а потом будет практика. Наверное, на русском для всех. Макс, спасибо за вводную теоретическую. Мог бы ты повторить, что стоит за U, особенно за X? Thanks for this general theoretical overview next, but could you repeat what generally stands behind the big U and especially behind big X? Behind U and X, U and X, what's standing behind it?
Remember, in the beginning I said process work is phenomenological. Помните, вначале я говорил о том, что процессуальная работа, она феноменологична. Your experience of anything that you can identify with. Ваш опыт, с которым опыт переживания чего угодно, с чем вы можете и отождествляетесь, belongs into the area of you energy. Принадлежит к энергии У, к энергии ты. Any kind of experience that you cannot identify with любой ваш личный опыт, с которым вы не можете отождествиться, belongs to the area of X energy. Принадлежит к области энергии X. Now, there's some slight complications in there. Тут, конечно, есть небольшая сложность. For example, this is true for you personally. Это истина для вас лично. But there is a process involved in it. This might change very rapidly. Но здесь ведь существует процесс, поэтому здесь все может меняться очень быстро. Because it also is contextual of the environment. Из-за того контекста, который создает окружающая среда. I'll give you an example. Приведу пример. Let's say in your own personality, you have two energies. Представим себе, что в вашей личности присутствуют две энергии. Let's say, I'm just making something up. Your you energy might be somewhat free, spontaneous and creative. Представьте, что ваша энергия У – это то, что вы вот такой человек свободный, спонтанный и креативный. Let's say, so you like to think of yourself as a fun, creative person. То есть ты думаешь о себе, что ты это веселый, творческий человек. And you like to wear fun, creative clothes. И ты любишь ярко, необычно, оригинально одеваться. And you like maybe writing poetry. И, может быть, ты любишь писать стихи. Now your X energy might be something very rigid and structured. И тогда энергия X, возможно, для тебя кажется чем-то очень жестким и структурированным. So, for example, you might develop chronic headaches. Возможно, у тебя возникают хронические головные боли. And when you ask, I don't know why I'm using headache again, never mind. Так, не знаю, что я все время использую головную боль в качестве примера. You ask the person how to experience your headache, he might say, it's like an iron wall. I suddenly feel there's an iron wall in my head. И когда спрашиваешь такого человека, как он переживает, на что похожа его головная боль, он говорит, это как будто такая железная стена опускается, вдруг возникает в голове. So maybe a little later in life, both of these things both energies become a little bit more available to the person. И, может быть, в какой-то момент жизни обе энергии становятся более доступными для человека. Now imagine that person in the morning sitting in an environment that is a kindergarten full of crazy, rambunctious kids. Представим себе, что вот этот человек оказывается утром, вот он сидит в детском садике, вокруг него скачет куча энергичных, крикливых детишек. And they're all screaming around, they're very creative, they're painting all the walls. И они орут, они скачут, они уже и раскрасили все стены. Now you would think that person will feel right at home. И вы, конечно, можете думать, что для этого человека вот такой детский сад добрый. But it's also possible that the strengths of the person's U energy will flick the person into the X energy. Но мы можем даже и предположить, что в этот момент вот сила энергии У
перепихнет человека на сторону энергии X в этот момент. So maybe that person would like to say to the children, okay, it's enough now, sit down, be quiet, 10 minutes, no noise. Можно представить, что этот человек в этот момент закричит: так, все, все расселись по местам, и чтобы сидели тихо 10 минут, ни звука. Yeah, makes sense? But the person is going to have a hard time to do it because it's a marginalized energy for the person. Но сделать так при всем желании для этого человека будет трудно, потому что для него вот эта энергия порядка, она маргинализованная. Okay, I think that's enough theory. We're going to try it out. Ну что же, я думаю, достаточно теории, давайте попробуем ее на себе примерить. Xenia, I'm looking at you. How are you doing with the times? When and how long is lunch that helps with the planning of the exercise? Ксения, сейчас я вот к тебе обращаюсь по поводу расписаний. Когда у нас перерыв на обед, какое у нас время? Ну, обычно у нас на конференции было с часу до 2 обед, но Макс, ты можешь сделать как хочешь. So usually we have a lunch break at conference, 1 hour long, from 1 to 2. But Max, you free to shape the time the way you want. Oh. Обеда не будет. What do you think, Alessandro? Shall we suggest that to the participants? Yeah. What do you guys think? Is that good for you if you do it from 1 to 2? Ребят, тогда давайте сейчас решим с вами. Нормально для вас сделать обед час длиной с часа до 2? Yeah? No objections? Good. Okay. So, let's say, yeah. How about we take a short break? 10 minutes, and then we'd like to, if you come back, we'd like to demonstrate briefly and explain the exercise, and then demonstrate the practical exercise before you go into break. Sorry. Before you go into break. One thing. We'd like to demonstrate an exercise afterwards. Мы хотели бы продемонстрировать упражнение, которое вы будете делать, that allows you to work on moods. Которое позволяет вам работать вот с настроениями, когда накрывает. If you once in a while are plagued for mood, think about it now, because afterwards you can raise your hand, we use you for demonstrate, but everybody gets to do the exercise. Пока подумайте о том, с каким настроением вы хотели бы поработать после перерыва, потому что мы спросим вас, попросим вас поднять руку, кто-то выйдет, с кем-то мы поработаем, но пусть заготовка будет у всех, потому что работать дальше в парах или там в упражнениях придется всем. Thanks, Max, for translating. Unbelievable. And that we have method to experience how to work between your more known and less known identities. И как можно работать между этими энергиями более известные вам и менее известные вам идентичности. So, and one of the ways that we have to do this, where we're working with detachment around moods, especially, is using the Native American concept of the heyoka, the sacred clown. Итак, как мы работаем с этими состояниями, это используя, то есть как мы можем отсоединиться от того состояния, которое нас менее желательно, это используя традицию первых наций Америки, традицию Нью-Йорка или священного клоуна, священного шута. So I'd like to give a brief introduction about that and how we're using it, just so we can get right into the experience. Сейчас я коротко вас познакомлю, дам вводную, а затем мы просто прыгнем с вами в упражнение. And but before I begin, I just want to say that we're grateful for the permission from my Lakota elder to be able to use this concept. Но перед тем, как мы начнем, я хочу выразить признательность и благодарность старейшинам индейцев, которые позволили нам применять эту технику.
intellectual and cultural, spiritual property, those are all big issues. And so this is it's a gift for us, and thank you. I wanted to say that before I begin. Потому что мы прекрасно осознаем, что это является культурной и интеллектуальной, духовной принадлежностью других людей. И поэтому, перед тем, как начать, я хочу сказать спасибо этим людям. Okay, so first I'd like to introduce the concept of the Heyoka, the Native American sacred clown. Итак, хочу познакомить вас с концепцией вот этого священного клоуна. And then I'll show how we're using that in process work and for our own experience. Итак, затем покажу, как мы используем это в процессуальной работе по отношению к клоуну. Okay, so the Heyoka is a really wild character. Итак, Хайока — это действительно совершенно дикий персонаж. Like, say, within the Native American tribe, the Heyoka, in the days where, let's say, there would be a time of real famine. Например, вот Хайока в те времена среди племен индейцев, когда был настоящий голод. The Heyoka would run around going, oh, I'm so full, I'm so full. Хайока ходил вот так, держась за несуществующий живот и говорил: Господи, как же я обожрался, как же я обожрался. Or it's freezing, freezing cold, everyone's freezing to death. Или, хотя стояла жара и засуха, он ходил и трясся и говорил: ой, как же холодно, холодно, до смерти замерзаю. And the Heyoka runs around naked and complaining, I'm sweating, I'm so hot. Или же, когда наоборот, были холода, Хайока бегали голыми и жаловались, все просто плавали в поту. So he does everything contrary to what everyone else is doing. Хайока в подобных ситуациях делали вот все в противоположность тому, что делали, воспринимали другие. Or also will go up and really exaggerate to the extreme someone's behavior, like within a ritualistic ceremony. Will come in and really mock someone who's being really stern, will be even more like that. Mirroring, exaggerating with humor. Или же они с юмором доводили до абсурда, до гротеска чье-либо поведение. Не противоположность, но они зеркалили и усиливали его. Например, во время священных ритуалов, когда кого-то начинала бить священная дрожь, они выбегали перед этим человеком и, опять-таки, таким шутливым, смешным образом все это усиливали. And this is a sacred task within the community for a few reasons. И это поведение, эта роль почиталась священной в общине по нескольким причинам. By exaggerating behaviors like that to the extreme, усиливая, преувеличивая, доводя до крайности некое поведение, the Heyoka can show aspects of ourselves that we take really serious, but we're so involved in them that we wouldn't see them otherwise. So they reflect things back to us that we're taking too serious. Хайока показывали, что у нас есть некое поведение, с которым мы отождествились настолько, что перестаем мы воспринимаем его слишком всерьез, что какую-то часть себя мы к ней относимся слишком серьезно, и они выступали в качестве зеркала, где мы видим то, что мы не замечаем. And it also breaks social norms, like the traditional way things are. The Heyoka goes over all these boundaries, so it frees up the ability to even imagine the fluidity between, to notice there is a norm, and then to have a choice to break it or not. И кроме того, они как бы добавляли гибкости, текучести, вот те самые ранги. То есть они помогали всему сообществу заметить, что есть некая норма, но в то же время есть гибкость, есть поток, который позволяет выбрать тебе, быть тебе в пределах нормы или нет. So the Heyoka helps us to detach from our everyday identities. То есть Хайока помогает нам отсоединиться от наших повседневных идентичностей. And also from the everyday, the ups and downs of everyday life. If things are going good, the Heyoka helps you to detach from
the things going good. If things are going bad, the Heyoka helps you to remember the transience of this also. И кроме того, они помогают нам отсоединиться от, и от падений, и от взлетов, которые происходят в повседневном дне. Если что-то идет не так, Хайока напоминает нам о том, что все может поменяться. Если у нас все идет замечательно и хорошо, Хайока напоминает о том, что и это состояние приходящее. And so in our work, in process work, we're using the Heyoka in one specific way that Max was referring to this morning. В процессуальной работе мы используем вот эту методику Хайока особым образом, о котором Макс уже упомянул сегодня. And that is when we get stuck, like between, you can say between when the X energy starts to come up, for example. Когда мы на чем-то застреваем, ну, например, когда начинает подниматься энергия X, The less known aspects of ourselves that we don't necessarily want to go into right away. какие-то менее известные аспекты нас, и, кстати, возможно, нам и не хочется их узнавать, идти в них глубже. We're using the Heyoka to help lighten up the atmosphere and allow us to play with that X energy. Мы используем технику Хайока для того, чтобы просто добавить легкости в атмосферу, элемента игры в то, как мы взаимодействуем с этой энергией X. To see that life is a theater and it's about playing. Чтобы вновь увидеть, что жизнь это театр, и жизнь это про то, чтобы играть в театре. So we're using it also to help us get out of the role trance, like just being in the you. Кроме того, мы используем это для того, чтобы отцепиться от какой-то одной роли, да, то есть от некого подразумевания, что мы, это вот именно энергия У. That we're so, can sometimes be so in the you, that you don't even know there is a you, so then you can't use it properly and have fluidity to also get out of it, go into the X and back, be more fluid between the you and the X. То есть мы настолько отождествлены, что мы уже даже перестаем замечать, что это ю существует, и тогда мы не можем использовать эту энергию плодотворно, мы не можем выйти из нее, прикоснуться к энергии X и вернуться обратно. I myself got confused when I started to say that, so I hope that didn't get throw you off too much. Я, когда все излагаю, я сама теряюсь в словах, поэтому надеюсь, что я вас не очень сбила со следа. I also noticed that I really want to give a chance that we can get into the exercise and have an experience. So maybe I'm rushing. Может быть, как я замечаю, я слишком тороплюсь, потому что мне хочется как можно быстрее вас отправить в упражнение, чтобы у вас был этот опыт. So maybe I would like to ask you if you have clarifying questions about it. Поэтому сейчас, наверное, я задам вам вопрос, точнее, приглашу вас задать какие-то проясняющие вопросы. Before we go further. Перед тем, как мы пойдем дальше. So, can we say that X energy is kind of a what Jung called shadow, something which we don't like to see? I like how you say that. I think that that works well. Yes, the X is anything that disturbs us that we don't like and we marginalize or push aside. Да, мне нравится такое сравнение, потому что X это то, что нам не нравится в нас, то, что мы в нас хотим поместить куда-то на окраину себя. Да, спасибо. And because we don't like it, we need a little more lightness and humor to help us to work with it. Or that helps. Мне нравится, нам нужно чуть больше легкости и юмора, чтобы работать со всем этим, потому что тогда это помогает. Other thoughts or questions, or should we get right into it? Какие-то еще мысли, вопросы, или мы можем перейти? Yeah. Скажите, вот об упражнении вопрос. The question is about exercise. Насколько я услышал, у индейцев Айока есть такие две стратегии.
So, as far as I heard, this Ayurveda Indian has two strategies in it. И одна стратегия это усилить то, что есть, доведя это до абсурда. One strategy is to enhance, to hyperbolize whatever is there up to the extreme, to the absolute. А другая это играть противоположное. Когда жарко, играть... And another one is to play something on the contrary. So when it's hot, play that it's cold, and vice versa. Yes. И вопрос о выборе той или иной стратегии. And the question is about the choice between those two strategies. That's a great question. Thanks for those are both the ways that I presented the Heyoka, so thanks for reflecting that back. Спасибо за вопрос, спасибо за то, что напомнили, что я ненароком оба способа сразу представил. And those are the two aspects that the Heyoka uses that we're using in our work. Это два аспекта работы этих шутов Хайока, которые мы используем в нашей работе. And for the exercise, the important part that we're using is the extreme. И упражнение, которое мы сейчас собираемся делать, важным аспектом является где доведение до абсурда. Getting to the extreme, the play, and then the mood shift. То есть доходим до абсурда через игру, и затем настроение меняется. And actually, in the exercise, your own experience in the exercise will tell you, is the Heyoka exaggerating something that you need to become more aware of? И вам ваш опыт упражнений покажет, вот эта техника Хайока, она что-то усиливает до абсурда с тем, чтобы изменить это. Or playing the opposite. Или же вот нужно играть противоположное. But in both cases, the point is the same, is to highlight the aspect of yourself that you take too serious. И с одной стратегии, и с другой, цели в этих стратегиях одинаковые. Высветить для вас, что какой-то элемент в себе вы принимаете слишком серьезно. Thanks for the question. И спасибо за вопрос. And also in the exercise, in this exercise, we use the Heyoka for many applications with symptom work and different disturbances that we encounter in life. И мы применяем технику Хайока и к другим вещам, не только настроению, например, каким-то симптомам, каким-то помехам, которые возникают у нас в жизни. Today we're going to focus particularly on relationships. Сегодня мы будем фокусироваться в особенности на отношениях. Because this can sometimes, I'm sure maybe one or two people have the experience that relationships can bring about moods. По крайней мере, один-два человека в комнате были в опыте того, что именно в отношениях вот такое настроение начинает накрывать вас. So we will work with that. Мы будем работать. Okay. So, what do you think? Is there someone who would like to demonstrate the exercise with us, who would want to volunteer to come forward and demonstrate? Ага, если кто был бы волонтером, хотя бы выйти сюда, чтобы поработать с ним. Okay, so let's just spin a pen then. No, we'll take one person, but we'll spin a pen to get. Сейчас выберем одного путем кручения ручки. Кто-то в этой области? Так. Вы понимали руку? Ага, так, ближе всего к этому концу ручки. Thanks for coming forward. Oh, we have the exercises to pass. Замечательно, сейчас мы раздадим упражнение. We'll get started here in the middle. Thank you so much for coming into the middle. Спасибо, что вышли сюда, в центр круга. What is your name? Can I ask? Как вас зовут? Оля. Оля. Olga. Oh, thanks for coming. Спасибо, что вышли. It's good to be in the middle here with you. Здорово стоять здесь, в центре круга с вами. I notice you're looking out at the group. Я заметил, что вы смотрите на группу. Maybe we can look together because it's nice to feel, if we can feel comfortable in the middle. Здорово, действительно, просто постоять и посмотреть вместе, оглянуться и понять, насколько нам комфортно быть здесь.
What do you think? How do they look? Как ты думаешь, вот как они выглядят? Yeah. The group, how they look? Sort of friendly, maybe? Multicolored. Multicolored, that's good. Okay, let's check them out. Multicolored, that's nice. Давай на всех посмотрим, да, они разноцветные. English? How many people feel supportive of Olga, you say? Ola? Оля, How many people are supportive of Ola's work here in the middle? вопрос ко всем. Кто из людей вот сейчас чувствует желание вот как-то поддержать Ольгу в той работе, которую она собирается здесь делать? Okay. It's a good number. Большинство. Great. Thank you. Спасибо тебе. Okay, so maybe that's a good moment. We'll just about get started. Хороший момент, пока раздают бумаги, а мы начнем с тобой. Okay, so I just need to get an exercise. It's coming in a second. This one? Can I have one too? No, no, no. Is there one more? Okay. We're running out of exercises, but. Okay, good. Есть еще два английских. Okay. Don't take more than 5. Пожалуйста, больше 5 в одни руки не берите. You're a good sport standing here in the middle and hanging as we get started. Thank you. Ну что же, естественно, так вот стоишь в центре, требует внимания, да? Okay, good. Ага, Макс, посидеть? Прекрасно. Okay, so let's get into it. Давай. Okay, so the first question I want to ask you before we even start with the Heyoka aspect of the exercise. Первый вопрос, который хочу тебе задать, даже до того, как мы, собственно, начнем это упражнение Heyoka. If you could just think for a moment, if you have a vision for the world. Могла бы ты вот на секундочку задуматься, вот есть у тебя какая-то мечта, вот как и видение для этого мира? What's your vision for the world? And maybe one or two things if you have any work that you do that's involved with that. И если да, то есть ли какая-то работа, которую ты делаешь, вот связанная с этим видением? Как я правильно, если поняла, как я представляю свою жизнь, в идеале, если можно так сказать. If I understood you correctly, it's about how I perceive my life in ideal form. Ideally. That's wonderful, yes. What's your ideal for your life and the life of the world? Как ты себе представляешь идеальную жизнь и вот идеальную жизнь для этого мира? Ну, если что касается, вот, как бы я хотела, ну, мне очень нравится ездить и видеть разных людей, разные страны. Speaking about myself, I love very much to travel around, to see different people, different countries. И вот, ну, те чувства, эмоции, впечатления, которые я Those получаю, feelings, emotions, experiences which I'm receiving. я люблю писать об этом. I love to write about them. Но я пишу это для себя. But I'm writing this for myself. Один раз только отдала в редакцию. Only one time I give it to the publishers. Ну, и мне кажется, что вот если бы это было моей профессией, это было бы, ну, идеально. If it would become my profession, that would be ideal for me. Ну, я сейчас говорю именно об But этом right участке now, моей жизни, о I'm работе, speaking потому about что он у меня не проявлен. that's part in my life, which is about professional occupation, about work, because this is something which is still a potential implicit for me. Thank you for sharing that. It's very touching to hear Поделилась этим, это действительно очень трогательно. and to feel your feelings also. Ощущать и твои ощущения вместе с тобой. Thank you. And I also notice I love to just ask you an everyday question about your everyday life. What is your work? This is not in the exercise, but I just wanted to know what is your everyday work or. Вот, ты знаешь, это нет упражнений, мне сейчас очень хочется спросить тебя, а вот твоя повседневная работа, вот что в ней есть суть, что в ней есть ядро? Вот в том, что
той работе, которую ты делаешь каждый день? Ну, это просто семья. У меня в данный момент нет работы. Right now I don't have work, it's just family. Wonderful. So the dream is to travel and write about your experiences. Мечта когда путешествовать и писать о своих впечатлениях. И чтобы еще это издавали, да? You're already writing it. Да, то есть ты уже пишешь и хочешь, чтобы это еще публиковалось. Got it. Beautiful. Thanks. Поняла. Thank you. Спасибо. Great. Okay. Сюда дайте, пожалуйста. Okay. So now we put this aside for now. I'm gonna ask you about a relationship issue. Сейчас мы вот эту часть разговора оставим на секундочку в сторону, и я спрошу тебя о ситуации в отношениях. Okay. So can you think of a relationship that disturbs you somehow? Можешь ли ты сейчас вспомнить какие-то отношения, которые тебя как-то беспокоят? And especially maybe disturbs you or somehow keeps you away from that work that you're doing, from getting your writing published. И в особенности беспокоит, отвлекает именно в том смысле, что сбивает тебя, уводит тебя от твоей цели, от того, чтобы писать и чтобы твои вещи публиковались. Думаю, мне никто это не мешает делать. Actually, at my family, nobody disturbs me from doing what I want. У меня уже дети взрослые, мужа у меня нет, родители мне позволяют, поэтому... My kids are already grown up. I'm alone. I don't have a husband, and my parents are quite permissive, so they permit me to do so. А вот чтобы кто-то со стороны запрещал, такого тоже нет. Nobody actually restricts me from the outside to do so. But is there any? That's great. Thanks for clarifying that. Maybe there's a relationship that sort of disturbs your mood or is on your mind more than you would like it to be. Может быть, есть какие-то отношения, которые как-то нарушают твое настроение, ну, скажем, какие-то отношения, о которых ты думаешь, они занимают твои мысли больше, чем тебе хотелось. Да, когда я думаю, есть такое. Yeah, when I think about, yes, there is something. Can you say something about it? Ну, наверное, я думаю, что вдруг то, что я буду проявлять, это будет для кого-то неинтересно, не нужно. Хотя сама себе тут же начинаю объяснять, что это же проблема других людей, как мы вчера говорили. Maybe, when I start to create something, I start to think immediately that maybe it would turn out to be boring for somebody, maybe it would be of no usage for somebody, and immediately I start in my head explaining to myself, just what Cecily said, it's their problem, not mine. Oh, okay. Thanks for explaining that. So, who could you think of one specific person that you would think that about? They won't. I forgot how you said that already. No usage, boring. Boring and won't like it. А ты можешь подумать, возможно, да, о каком-то одном человеке, который скажет, что ой, это все скучно, это мне не нравится. Yeah, I can. Oh, good. Can you say? И можешь сказать, что это за человек? Ну, ты, конечно, можешь это писать. Well, of course you can write it. Хочешь, пиши, не можешь не писать, пиши. Just write at will. If you're not unable to write, then don't write. Oh, is this a person that you're thinking of? Ты сейчас говорил словами человека, о котором думала. Yes. Okay, you don't have to say the name of the person out loud, but Можешь не называть этого if you человека, don't want to. если не хочешь. Are you comfortable to say or make up a name for that person? Если тебе так комфортно, то все-таки назови, или же ты можешь просто дать выдуманное имя этому человеку, этому персонажу. Это собирательный образ получается. It's kind of a collective image, collective profile image. Okay. Okay, great. Let's take that. Хорошо, берем вот это.
And you already started to play the person. И ты уже начала играть этот коллективный образ. If you would just have to describe their attitude or behavior that you don't like in maybe 2 words, like they're rude or they're harsh or unfeeling, how would you describe that? Если бы ты сейчас могла 2 буквально словами описать вот то, что тебе не нравится в подходе, в поведении, в отношении этого коллективного образа, да? Вот он какой, как бы ты назвала? Что это жестоко, это грубо, это жестко, это высокомерно? Как это? Ну, это ограничивает, сдерживает. It's something which limits and restricts me. Это, ну, пренебрежение такое. Kind of Недоверие. it's kind of down the nose and mistrust approach. Down the nose Down the nose. and mistrustful. Very good. You played that great. Thank you. Very good. Okay. I have one question. I wasn't sure that I understood that before. У меня есть вопрос, но, возможно, я это с самого начала не совсем понял. The figure says, maybe the figure says, Вот этот собирательный образ говорит, of course you can write. Yes, you can write if you want. You can write if you want. Yes, with that kind of Meaning negligent you intonation. can write if you want. Who cares? То есть в значении, ну, конечно, ты можешь писать, в смысле, никого не волнует, что ты будешь писать, да? Or I think I didn't quite understood what the figure says. Просто мне, чтобы получше понять, что именно этот образ говорит, вот его послание. Я чувствую, что ну, безразличие такое. So, it's kind of a negligence. This figure is actually not interested in me. So he is negligent to me. Ну или если это касается поездок, ну, вроде того, что ну и где ты столько денег возьмешь, ну и вот, ну вот так всегда. Kind of, it's always like this. So speaking about the journeys, travels itself. So where are you going to find that kind of money for your travels? I see. Okay, I got it. Well, that kind of Kind of condescending indifference. Condescending indifference. You speak Russian? Helps. То есть, что так, никакой разницы. Where are you going to find the money for that? How are you going to write this? How will it end up when it's written? Как ты все это будешь создавать, когда это будет? Who's going to read it? Вообще, кто это все It's будет all делать? shit anyhow. В любом случае, это все тренинг, да? Yeah. Начали. Okay. So now comes the good part. Итак, следующий так. Now we want to find the heyoka in that figure. А теперь мы вот в этой фигуре, в этом персонаже будем искать Хайоку. Okay. So now we're going to help out. Мы тебе будем помогать. Let's imagine that that figure isn't really a real person. Представим себе, что вот этот образ это не какой-то там реальный человек. We want to say, for those of you who do the exercise afterwards, as you can see, you can do this with an imagined person. И еще замечание для всех вас, кто будет потом делать упражнения. Как вы видите, это может быть и воображаемый человек, Or a real person. или же real person, или же реальный человек. Because the heyoka is a magic figure. Потому что Хайока это магическая фигура, магический персонаж. It can either appear in your imagination, Он может появиться и в вашем воображении, or it can put on the mask of a so-called real person. или же он может появиться перед вами, надев маску так называемого реального, действительно существа. Shape-shift and appear, for example, as your mother. И такой оборотень, который может появиться в образе вашей мамы. Heyoka can do whatever it wants to do. Хайока, они не хотят этого делать. That's great. Okay. Now you play. Now we're going to play it. Это будет играть. Спасибо Максу за то, что он напомнил про маму. Мама мне говорит, тебе надо работать. Thanks, Miles, for reminding me about my mama who keeps saying, you need to go to the office for work. You need to go for work.
So, She's part of that collective. yes, what they're doing is not work at all. Okay, all right, good. Goes to show I should keep my big mouth shut. Да, надо было мне мой большой рот держать на замке. All right, okay, listen, watch this now. Okay? Посмотри, что получится. All right. So, sorry, I was giving out the exercises, so I missed your name. Извини, я раздавал упражнения, поэтому прослушал твое имя. Оля, да? Hold on. Hey. Оля. Оля. O-L, and this sound comes as Y-A. Оля. Оля. Nice name. Красивое имя. What does it mean? Оно имеет значение? Победительница, по-моему. Something like victorious or something. Нет. No. Victorious. Helga. Oh, Helga. She's a hero. A heroine. The heroine. Okay. Awesome. Okay. If I remind for sure, I'll tell you. All right. Okay. Imagine the following. We'll play it out first for you. Okay. Представь следующее. Мы сначала это разыграем для себя. Imagine there is Olya. Здесь стоит Оля. She's doing what she's doing. Она делает то, что она делает. And once in a while, И время от времени she has imagination у нее разыгрывается воображение. about Она представляет себе her life. Свою жизнь. And here comes a Heyoka. И вот приходит Хайока. Full of trouble. И как всегда у него полно неприятностей. Full of trouble. Он всегда приносит неприятности. He's full of trouble. И вот он такой неприятности. And he is looking for somebody whom he can ruin the morning for. И он ищет того, кому он может порушить все утро. Okay? He's looking. Anyone here, I can make life difficult this morning. Кому бы я здесь мог бы это утро нагрузить? Yes. Who can I Кому бы я это мог become a troublemaker for? Кого бы я мог... Olya! There she is! Ha ha ha! Yes? Can you imagine? But I won't play it with you, we'll play it with us. Look from the outside first. Со стороны, да. Я сейчас Оля говорит, Эллен, да? Your tasks afterwards, you have to play the Heyoka. Твоя задача посмотреть, потому что потом ты будешь играть Хайоку. Okay? I know how I can get to Olya. И я знаю, как я могу достать Олю. I know. Как я могу I know. I know how I can really get her in a bad mood. Я знаю, как я могу сделать, чтобы она накрыла дурное настроение. Okay? Watch me. Посмотри. Shape shift and I call. Да, я I say. Да. You. Travel. Путешествие. See, it's working. Смотри, уже работает. Видишь, как растет? Travel, you. Едет. Where are you going to get the money from? Да ты оттуда деньги возьмешь. Can you see this? Ты видишь? Her mood is going down. Смотри, как у нее настроение падает. Writing? Писать. It won't work. Вообще чуть получше. Мне нравится. Okay? That's good. Okay. All right. Good. Okay. You're amazing to work with because I can already see the mood shift in you. Слушай, у тебя потрясающе получится, что я уже вижу, как твое настроение меняется. Okay. Now, I think we're ready now to shape shift. Теперь мы готовы сделать еще некие оборотническое изменение. So keep going now. Ты сейчас продолжаешь. We have to find out who is this Heyoka figure, Мы должны выяснить, вот, в кого рядится Хайока. who is making this trouble for Olya. Кто причиняет эти неприятности Оле? Let's try it. Оля, давай попробуем. You're the Heyoka. Ты сейчас будешь Хайокой. And we need to do that until we know where this Heyoka lives even. We want to know where he keeps his... Мы будем... Yeah, I'm just saying. И мы будем продолжать, не обязательно сейчас здесь на демо, но мы продолжать работу даже до тех пор,
Ну, начинаем его по одному шагу. Первому, кто же это? So now there is Оля. Oля. А вот перед тобой Оля, You're the Heyoka. а ты Хайока. And you have to play the Heyoka И тебе нужно сыграть Хайоку. till you understand. Till you have a spontaneous insight. До тех пор, пока у тебя не возникнет такой спонтанный инсайт, понимание. What makes her such an easy prey for you? Вот из-за чего она вот для тебя, вот, почему Ольга для тебя такая легкая добыча? Okay? Okay. Ну, ты, конечно, сейчас делаешь вид, что ты там сжимаешь губы. Of course, right now you're pretending to be empathic, Внутри-то ты все равно бодришься и на что-то надеешься. but inside you, you're Still hoping for something. Что ты бодришься? We're pretending to be agile. Ты даже не знаешь, как деньги-то зарабатывать. You even don't know how to earn money. На что ты надеешься? Все на Бога надеешься. You're hoping for the God to give you something. А что ты при этом сгибаешься? Ты не сгибаешься. Внутри-то ты все равно веришь, что там что-то будет. Why you trying to look small? You're still hoping inside that there will be something for you. Что тебе какой-то случай там что-то даст. Some lucky chance will bring you something. Он может, конечно, тебе и даст. Только Maybe lucky chance will give you something. Maybe it will. Только когда это будет? But when it will happen? When it will happen? When will it happen? Yeah, when will it happen? Olya, as you play this, Оль, вот когда ты все это играешь, you have a sense what makes it so open to the Heyoka. Скажи, вот есть некое понимание, Are you having a good time there? вот что делает вот Ольгу здесь такой уязвимой для Хайоки? Кстати, как тебе, хорошо там? Это знакомая часть меня. This is a familiar part of me. This is a familiar part of me. Что делает уязвимой ее, да? What makes her, this Olga vulnerable? Она теряет уверенность, ну, какой-то потенциал внутри себя и She loses some kind of a potential, some self-belief inside her. I see. Okay. Понимаю. She loses self-belief. То есть она теряет какую-то уверенность в себе, Да. да? Ну, точнее, у нее, может, ее как бы и нет, она ее как-то искусственно создает. Or maybe she hasn't this self-belief in the first place. She just artificially tries to build it up. She builds it and А builds it. получается, то, что искусственно создано, если еще и разрушено, то там вообще ничего нет. And when there's something artificially created, when it's destroyed, there's ingenious nothingness. There's indeed nothing in it, inside. Okay. What do you think? Хорошо. I'm thinking, Что ты думаешь? Спрашивает Макс. so I'm thinking how Yeah. she enjoys being the Heyoka. Думаю, что пока ей нравится быть Хайокой, это хорошо. Maybe to find out more about who that Heyoka is and where does that Heyoka live. Тогда, может быть, выясним, кто же этот Хайока и где он живет. Will help us to find more the message for Тогда это нам позволит узнать, вот, каково же настоящее послание Хайоки, подлинное послание Хайоки. Как ты думаешь? Что делать? So, Итак, if we keep playing the, they say, оставайся, мы будем продолжать играть. the Heyoka who says, you look like you enjoyed that when you said, maybe we try again. Да, похоже, тебе нравилось говорить нам эти вещи. Как там это звучало, да? Play this Heyoka figure that's after Olya. Вот еще сыграй дальше эту фигуру Хайоки, которая вот достает Ольгу. So we can really find out who is this figure. Чтобы мы могли выяснить, кто же этот человек, эта фигура для тебя. And I will help you make
Может быть, даже увидим, как этот персонаж двигается. Да, у тебя ничего не получится. Well, it will never work out. Иди, даже слушать не хочу. Okay, go away. I don't want even to listen to you. Ты умная лень. Все, это папины слова. It's only words. It won't ever work. Okay. That's so. It's only words. It will never work. Это все слова, да, это никогда не сработает. Все, иди, ой, иди вообще, иди. Go away. Just go away. If you feel this energy of this figure, where do you imagine a figure like this would be living? Вот если вот ты так делаешь и ощущаешь энергию этой фигуры, как ты вот этого персонажа, как ты думаешь, где он живет? Во мне где живет? It's lives nowhere. Lives nowhere. Нигде ли в тебе? Я не расслышал. Во мне, Нет, ты сейчас сказал, где он живет? во мне живет. It lives in me. Я спрашиваю. Lives in you. Живет в тебе. Нет, я спрашиваю, во мне он или So, But it doesn't always live in you. no, she's asking, she misheard. So your question is about, is this character or figure lives in me, or you're asking where it lives in the outer world? Where does it live in the outer world? Где он живет во внешнем мире? It visits you sometimes. Он же тебя навещает иногда. Once in a while it goes home. А время от времени он отправляется куда-то к себе домой. Where is home? Так где его домик? Where do you imagine this? You! Nothing! I don't look at you! You! Уходи. Вот где это, откуда он тебя посылает? Извне. Да, я сам себе начальник. Yeah, I'm the boss of myself. Yeah. Where does he live? Где он живет? В другом доме. In another house. Another house. Another house. An house like up on a hill somewhere. Дом где стоит? На холме? Или где его дом? Где этот другой дом? Ну, в городе. Ну, это вот где мой отец живет. It's where my father lives. Oh, okay. It's where my father lives. Oh, great. Okay. Awesome. Where is the place where your father lives? Then forget the father, just say the place. Давай сейчас как бы про отца забудем, просто назови где это место. Just the Именно Google город map. или что? Google map. Вот если бы мы по карте, Google карте смотрели, где это? Байкал. It's near Lake Baikal. Okay. Okay. He lives near Lake Baikal. То есть живет рядом с Байкалом. Okay. Okay. All right. All right. It's a Lake Baikal spirit. Это дух озера Байкал, да? Ну, рядом. И город Иркутск. Ну, если точнее. It's to be more precise, in the city of Irkutsk. Irkutsk. It's near, yes, near Сибирия. Это дух, Siberia. это дух города Иркутска, да? Yes. Okay. It's a Siberian spirit. То есть это сибирский дух. Yeah. It's a Siberian spirit who is a boss of himself. He doesn't listen to anyone. Это такой сибирский дух, который сам себе начальник, который никого слушать не будет. Yeah. It's true about Siberia, no? Это и так в Сибири там бывает, да? Okay. All right. Okay. Okay. Oh, Next you step. found it. Нашли где это? All right. Okay, let's go to Siberia now. Хорошо, тогда сейчас отправляемся в Сибирь. Imagine Представь себе. the energy of Siberia. Imagine you were there. Вот представь себе, что ты там, что вот эту энергию Сибири. What's that like to be there? На что это похоже быть там? Hey guys, turn off your cell phones. Да, ребят, пожалуйста, выключите ваши мобильники. Я сейчас Хайока. Right now on Хаёка, yeah? Yes, Hayoka in Siberia. So just now we shift to the spirit of Siberia, the feeling of that place. Ты Хаёка, это там в Сибири, ощущай, как это быть духом этого места. Он большой, просторный, Big and vast. чистый, It's clean, могущественный. mighty. Go ahead, go there and see if you can even become that place a little bit. Теперь продолжай двигаться, посмотри, может быть, ты можешь даже стать этим местом. Да?
смотри, просторным, могущественным, чистым. Ты это уже делаешь. Чудесно. As you're there, great. Stay there and look back at Ola. И посмотри оттуда на Ольгу. And just look at her. What aspect of herself is she taking too serious right now? И вот, глядя на Ольгу, посмотри, какой аспект себя, вот, какую часть себя она воспринимает слишком всерьез. Give her some advice. И дай ей какой-нибудь совет. Ну, наверное, то, что касается самореализации, как-то вот, ну, то, что связано Maybe с проявлением себя. something with the self-realization, with the expressing oneself. Good work. Say one more sentence. Отличная работа. А теперь скажи какую-нибудь еще одну фразу про это. Ну, боится, что жизнь пройдет зря. She is afraid that the life Если will не pass in будет, vain. ну, как бы из сердца чего-то проявленного. If there won't be something which would be expressed from the heart, then the life will pass in vain. Amazing, amazing work. Отличная работа, потрясающая работа. Beautiful. Прекрасно. Touches you. Incredible. Give her some advice how to go further so that life does not pass her in vain. Дай, пожалуйста, какой-то совет. Что можно сделать так, чтобы все-таки жизнь не прошла впустую? Listening spirit. А я вот слушающий. Я, Spirit who feel good and listening. вот я тот дух, который очень хорошо все слышит. I don't want my life to pass away in vain. Я не хочу, чтобы моя жизнь прошла впустую. What should I do? Я слушаю твой совет, что мне следует сделать. Правда, не знаю, я вот, даже если я сейчас дух, я правда не знаю. If I truly don't know. If I'm a spirit right now, I still don't know. But you're very moved by this experience. Но тебя трогает, тебя волнует тот опыт, который ты сейчас есть. Да. Yes. What moves you? Что именно трогает? Ну, я как-то боюсь, видимо, что я не найду это. Maybe I'm afraid not to find it. Good. Let's go back to Irkutsk for a moment. Сейчас давай вернемся обратно в Иркутск. Let's go back to Irkutsk for a moment. Отправляйся обратно в Иркутск. Because Irkutsk has the answer. You need not have an answer for you. Потому что в Иркутске там есть все ответы. Go back. Возвращайся обратно. It's vast. Ты сказал, что этот дух, вот снова будь вот в этом духе, вот, когда ты сказал, что он большой, что он огромный. How did you describe it? Как ты его описываешь там? Ты говорил, просторный, вот так. Байкала. So, like spirit of Baikal, of Lake Baikal, it's a huge spirit, great spirit. Make space for this experience. Дай себе пространство для этого опыта. How? Just notice it. You're already there. Just notice it. Просто заметь, что ты уже там. Ты уже там. Вот это вот движение. Yes, you feel it already. Ты это уже ощущаешь. Я ощущаю, я словами не могу высказать. I feel it, but I cannot find words to describe You it. need to find words. Так и не надо их искать. Don't describe it. Just feel it. Не описывай это, просто ощущай. It's undescribable.
Это неописуемо. Joy. Просто радуйся. Feel it in your body. Ощущай это в своем теле. Believe in it. И живи в этом. Верь в это. The true home. Это твой истинный дом. Anytime you want to, you can go there in your mind. В любой момент, когда ты захочешь, ты можешь отправиться вот в этот истинный дом мысленно. Over time, it will bring you answers and solutions. С течением времени ты получишь там ответы на свои вопросы и решения. For now, it's a home. А сейчас It's a spiritual home. это просто твой дом, твой духовный дом. You can go back there anytime you want. Ты можешь отправиться туда в любой момент, когда хочешь. The Heyoka who comes and at times looks like an evil figure is calling you back to the spirit of Lake Baikal. Тот хайока, который приходил к тебе и иногда выглядел как такая злобная фигура, на самом деле он приходил для того, чтобы напомнить тебе, где твой дом, и что тебе нужно вот в духе вернуться туда, к озеру Байкал. Enjoy, you're lucky. И наслаждайся этим, тебе повезло. It looks good on you. Похоже, что для тебя, выглядит так, что для тебя там хорошо. You wear the clothes of the Lake Baikal spirit well. Вот одежду озера Байкал, одежду духа озера Байкал, она тебе к лицу. Ты в ней хорошо выглядишь. Okay, just for the sake of experiment, let's try one more step. И сейчас вот просто ради эксперимента, давай попробуем еще один шаг. Готово? Let's see. If you stay in that space of Lake Baikal, Если останешься вот в этом пространстве озера Байкал, try maybe closing your eyes if that helps. если это поможет, попробуй закрыть глаза. And make the arm movement И сделай это движение руками. till you feel it in your body. Так, что вот ощутить это пространство в своем теле. Good work. Молодец. Okay. Yeah, I see that. Да, я могу это уже видеть. Are you there? Ты уже там, да? Yes, good. Okay. Хорошо. From that perspective, И вот оттуда see if you can take a peek at all your way back in Moscow. можешь ли ты, посмотри, удастся ли тебе краешком глаза посмотреть, увидеть ту Ольгу там, в Москве? What do you see about her that you didn't know before? Что ты теперь видишь в Ольге, чего до этого ты о ней не знала? Well, she can do anything. I knew it even before. Just, теряет связь, что ли. she's just losing her kind of connection. Когда она это теряет, And when она поддается влиянию извне. she loses, she becomes prone to the external influence. Here's your advice. Once in a while, close your eyes and
reconnect to the spirit of Lake Baikal. Так вот твой ответ и совет. Время от времени закрывай глаза и восстанавливай эту связь с озером Байкал. You need to believe in yourself. Тебе не нужно верить в это самой. Because the spirit of Lake Baikal believes in you. Тебе не нужно верить в себя, потому что в этом нет необходимости. Тебе не нужно быть даже уверенным в себе, потому что в тебе, уверенным в себе верит дух озера Байкал. Because the spirit says, I look at her, she can do anything she wants. Потому что смотри, когда дух глядит на тебя, он говорит, она же может сделать все, что захочет. Relax, believe in yourself. Расслабься, тебе не нужно даже быть уверенным в себе. Оля начинает думать, а как она это сможет? But Max, Olga starts to think how exactly she would be able to do it. What? How she would be able to do this. Easy. Легко. Like this. Watch. Смотришь меня. Anytime, В любой момент close your eyes. закрываешь глаза. Helps to keep the outside world out. Это помогает держать мир вовне. Вот так разводишь руки. Отправляешься на озеро Байкал и ощущаешь его в своем теле. Not even. Занимает буквально несколько секунд, даже меньше. Anywhere, in public, Где угодно, даже на радио. talk to the publisher. Когда будешь разговаривать в редакции, The publisher says, why should I read your writing? и редактор нам что-то говорит, зачем мне ваша рукопись читать? You say to the publisher, one moment. Ты говоришь редактору, одну секундочку. Because it's amazing, and because Olga is a great writer, she writes about the experience in the spirit of this world. That's why you should read it. Да, потому что Ольга потрясающая, она очень талантливая, она пишет о своих опытах, о своих переживаниях, контактах с духом, и вообще вам следует это прочитать. Удачи! И это было замечательно познакомиться с тобой. I feel I met Siberia through you this morning. Я ощущаю, что я повстречался с Сибирью посредством тебя этим утром. It is true. The Siberian sea is blown across the tundra by the wind. Ты как вот такое семя сибирского из Сибири, которое ветер пронес над тундрой. Спасибо. Wow. It's hard to go on after that. Уже трудно после такой работы даже продолжать. For me, that's hard to go on. Yeah, thank you. For me, Спасибо, что напомнил, что для меня, да, мне действительно сейчас трудно продолжать говорить. it is moving. And I also am thinking of the group and everyone, and I love to ask, are there questions about the exercise or the work or anything of the morning before we break? И при этом я думаю и о группе тоже, и поэтому я сейчас хочу спросить, есть ли какие-то вопросы вот по этому упражнению, то, что вы видели на демо, или же вообще по всей первой половине дня, вопросы, которые хочется задать перед тем, как мы идем на обед? Мне кажется, что it seems very important for me that the spirit of Baikal emerged.
because Baikal is one of the main centers of Russia. And at the moment, the Baikal is under danger because they again want to build some plant or make it work again, something like this. And I think it's a very important synchronicity. What can it mean? Thank you for mentioning. Thank you for mentioning. И я считаю, что не случайно, что это очень важный синхронизм, то, что оказался дух именно в озере Байкал, потому что сейчас это один из центров России, и там это озеро сейчас у нас опять оказывается под угрозой, потому что опять какую-то фабрику там хотят построить. Спасибо, что упомянул это, сказал Макс. And they very persistently they are trying to build some kind of an industrial plant and that will eliminate the lake. Можно к слову. И если есть желающие поддержать эту акцию, всемирная организация ЮНЕСКО на своем сайте приглашает присоединиться к письму, к прошению действительно об отмене строительства ЖК. And that's raises the question that if somebody would like on the UNESCO website, there's an open letter, petition, where they're gathering signatures for the cancelling this building of this plant. So if somebody would like to join this petition, please do. I want to. Я хочу. Because now I feel I live a little bit on Lake Baikal. Thanks to you. Хочу, потому что благодаря тебе у меня есть такое ощущение, что я вот хотя бы немножко, но пожил вот там, где озеро Байкал. Yeah, I think it's a group process in the background. Я отвечаю на ваш вопрос, что это значит, это то, что у нас есть некий групповой процесс, который идет таким фоном. How can we take care of the environment? Как мы можем заботиться о нашей окружающей среде? One way is by fighting and protecting the outer shell of the earth, skin. Из способов это сражаться и защищать вот эту внешнюю скорлупу земли, вот ее кожу. An additional way to be the steward of the environment. Olya showed us this morning. И дополнительный способ это быть в служении окружающей среде, и это то, что нам сегодня показала Ольга. It's by honoring the spirits that live deep in the earth. И это служение, оно выказывается в том, что мы выказываем почтение тем духам, которые пребывают в недрах земли. So the hope is, if more people connect to the spirits that live in the earth, the care of the environment will follow naturally out of that. И одна из ценностей этой работы, что чем больше людей будут вот так индивидуально выказывать почтение, быть в опыте, в переживании духов земли, тем больше будет таких людей, тем больше будет людей, которые естественным образом заботятся об окружающей среде. То есть, если нам нужна результативная борьба за сохранение окружающей среды, нам необходимо, чтобы было больше таких людей. 1 o'clock. Ну что же, сейчас у нас час дня. И там был вопрос, да? Тут был явно родовой дух, а вы перевели его в дух пространства. It was evident that they manifested a lineage spirit, the parental lineage spirit, but you shifted it into the spirit of the spirit of the place. Yes. Да. Correct. Правильно. А как? Как вам это удалось? How did you manage to do this? Это разные духи. There are different spirits. How did I manage, or why did I manage? How did you manage? Because the question about how, because the spirits are different. So the question is maybe why did I manage? Вопрос, почему мне это удалось, да? Вопрос, удалось ли это вам? No, the question is, did you manage? Did you indeed manage to do so? No. Well, since this is not a question but a statement,
I am supporting your statement. Поскольку это скорее не вопрос, а утверждение, я поддерживаю ваше утверждение. Но я хотела бы узнать, почему. Почему произошел вот этот сдвиг от отца, фигуры отца к фигуре места? Well, yeah, I should say it. I'm noticing two things happen. Я замечаю, что происходят две вещи. One is a discussion that comes from a perspective that says we should look at parental issues. Один аспект это идет такое обсуждение, разговор, что следует взглянуть на тему родителей, да, отношений с родителями. That's a much needed and important aspect of work. Это очень важный и требующий внимания аспект работы. This morning we are working with a trickster figure. Этим утром мы с вами работаем с фигурой трикстера. So I'm assuming that if we would have gotten into the father to begin with, и мое подразумевание, что если бы мы вот в начале работы вот пошли бы в фигуру отца, let me pretend for a moment that that actually was a question, then I can answer. Я сейчас на секундочку притворюсь, что это вопрос, и тогда попробуем. No, Все просто. if the heyoka, no, the heyoka is a free spirit here. Понимаете, вот если хайока здесь, Not Freudian psychology. понимаете, хайока здесь свободный дух. If the heyoka он сейчас не would have wanted to, фрейдист. he would have come, he would have taken the form of the father early on. Понимаете, если бы хайока захотел, он бы и принял бы форму отца с самого начала. And he would have looked and he would have said, Olya, И он говорил тогда: Оля, I know how I can get to her. я знаю, как ее достать. I just pretend I'm a father. Я притворюсь ее отцом. Оборотень. И вот я выгляжу как ее отец. But in her description, Но то в ее опыте, то, как она это описывала, the heyoka wasn't the father, it was an inner figure. это был не, помните, как она говорила, да, это же не был отец, вот такой, это была какая-то внутренняя фигура. And the energy of the inner figure is unknown. И энергия этой внутренней фигуры, этого внутреннего образа была непонятна, неизвестна. We ask her and we say, where does that inner figure live? И тогда мы просто спросили, где живет хайока, где живет этот внутренний образ, этот персонаж. She says in the father's house. И она сказала: там, где дом моего отца. So she's personalizing. То есть она это персонализует, да? A trickster figure. Фигуру трикстера. If you go for the personalization, you are back in the personal history. Если вы следуете за персонализацией, то вы опять оказываетесь в персональной, в личной истории. Which is not the point of this exercise. The point is to help people get out of their personal history. Что не есть задача этого упражнения. Задача в том, чтобы выбраться из личностной истории. So one of the ways you can say it is, what's the spirit of the land where your father lives? И один из способов это сделать, можно спросить, каков дух того места, где живет твой отец. So out came Lake Baikal. И вдруг появляется озеро Байкал. Do I think that was successful? Of course I think that was successful. Думаю ли я, что это было успешно? Конечно, я думаю, что это было успешно. Because she was having a true experience of something, a real experience of something vast that's beyond the personal. Почему? Да потому что у нее был опыт переживания чего-то большого, могущественного, что вот изначально находится за пределами личности. That's why it's called transpersonal psychology. Вообще-то вот почему это и называется трансперсональная психология. Because these are earth energies. Потому что это энергии Земли. So I don't know if that answers the question. Не знаю, в какой степени я ответил на ваш вопрос. You need an agreement since you want my viewpoint. Вот, если почитать все эти книжки,
we have an advantage also because we work so often with organizations. У нас тут есть некое преимущество, поскольку мы очень часто работаем с организациями, с компаниями. And our background in shamanism, we are as a whole hesitant if personal history issues come up. Потому что у нас вот есть вот наш этот опыт шаманизмом, мы всегда вот так сразу различаем, да, вот этот момент насторожа, когда начинает выходить персональная история. We don't mind working with personal history. Ничего не имеем против того, чтобы работать с персональной, личностной историей. But the person has to at least insist once that that's what they want. Но в том случае, если человек хотя бы один раз настоял на том, что именно этого он и хочет. So, for example, if Olya would have said, например, если бы Оля сказала бы, I said, where is the father's, whatever, where is it located? If she would have said, it's in my father's house. Если бы она сказала бы не там, где дом моего отца, в ответ на мой вопрос, где он живет, а вот это в доме моего отца. Then you have to follow the process, and then it's personal history with the father. Тогда мы следуем за процессом, и тогда мы идем в историю его взаимоотношений с отцом. But we tried, at least once we tried to get beyond the personal history. Но и даже в этом случае один разок попробуйте, хотя бы один разок попробуйте предложить выйти за рамки личностного, да, за рамки личностной истории. Okay. Well, interesting discussions. How many of you are interested in these methodical discussions and theoretical discussions? Кому были интересны вот эти наши методико-теоретические сейчас обсуждения, вот то, что вышло? How many of you are more interested in the experiential aspect? Кому был бы более интересен вот, эмпирический опыт, вот, побыть в нем? Both ways. How many of you are ready to go have some lunch? Хорошо, а кто сейчас готов отправиться пообедать? We'll meet back at 2 o'clock. Hey, I have a question to ask. Секундочку. I have something important. Вопрос это тоже важен. We have, and you will get that too tomorrow, we have an online feedback sheet. У нас есть такой лист обратной связи, онлайн обратной связи. And one of the, so we get feedback, we collect this now for many years. То есть у нас есть обратная связь, которую мы собирали уже много лет. And we get one feedback that I want to tell you now. И у нас есть обратная связь, о которой я сейчас хочу с вами поделиться. I'm sorry, I'm so tyrannical. Извините, что я так тиранически обхожусь с вашим временем, но... And this is coming back after lunch for an exercise. Это было связано с возвращением после обеда, чтобы сделать упражнение. We start here at 2 o'clock, we get back here together. Чтобы начать здесь 2 часа, необходимо, чтобы вы все здесь были в 2 часа. We'll pair you up with someone else to do the exercise. Мы поделим вас, мы соединим вас в пары с тем, чтобы вы сделали это упражнение. If you want to make sure that you can do the exercise, be here on time. Если вы действительно хотите и вы хотите обеспечить себе участие в упражнении, будьте здесь вовремя. Sometimes people come later and then they end up with our partner and they can't do the exercise. И иногда получается так, что люди приходят поздно, у них нет партнера, и тогда у них не получается делать упражнения. And then they write in their feedback sheets. Потом пишут вот уже в своих листках обратной связи непереводимую игру английских слов. Enjoy lunch, friends. И наслаждайтесь вашим обедом. Check on your own clock. Но при этом, пожалуйста, следите за временем по вашим собственным часам. Especially if you venture into other areas. В особенности, если вы распространитесь куда-то вот туда в пол. Have a good time. И хорошо проведите это время.
Да, я пытаюсь понять. Я хочу показать, что я Когда если получается значиться цветничный, это сон. Можно так? Едем? Так, тогда, тогда мы открылись. Пойди в это место и почувствуй дух этого места. Здание, весь пересмотрение взаимоотношений. Знаешь, ты ходишь как-то вокруг меня, ты танцуешь, что ли? Нет, а вот так? Ты знаешь, ничего, что говорилось в прошлом году, здесь нет. Здесь все какое-то другое. Там было про то, что ты как вставляешь его, какой ты на курс. Здесь это кушать, значит, нет. Твоя орбита сам по себе. Сам по себе. Нет орбиты. Или орбита. Нет орбиты сам по себе. Притягивает. Гравитация. Я еще и притягиваю. Притягиваешь. На тебя все. Все устремлены к тебе. Да. Ты замечаешь, что все идет к тебе. Все. Пират приближение, метеорит, камень. Оно есть как и есть. Оно есть как и есть. Должно быть. Не рад и не...
Когда тебе будет сомнения, потому что сразу приходит, становится твоим «я», да? Не сразу. Но ты это уже понял, как делать, да? И закрыть глаза, нажав, ты всегда можешь. Это твое. Спасибо за лёгкость. Такой профессионализм. Очень. Это первая часть входит в такая мышка следующая. В чем же там был конфликт? Она бегает в сфере, сфера трясет. Сфера, она сотрясается, она не может не. You remind me. По-моему,
Иванушка, Я его вместе 2 дня нам там он все время пакость устраивает. А я и боялся. А я и боялся. время так тянет, и так не надоело. Как не школа. Не хочешь, чтобы меняется.
том, какие ты отношения вот представляешь между этим человеком, чтобы он ушел, чтобы он не донимал. Ну, я хочу там побыть. Сегодня 5 Представь себе отправляешься туда, вот, на этот контракт. Вот представь себе, как это быть там. Inside вообще, не вот тут. Но где там дух находится, там самый. I just imagine myself inside. Давай, давай. Вот как это? Посмотрим, как быть на телефоне. Очень, очень. It's a baby. Yes. Very small babies. And like. Ah, okay. From lake to baby. Advice. What do you do it? Stand up and go away from this lake. Okay. What area do you what area in life should you stop being a baby? Area around lake or another area. Wait for translation. You guys finished? Yes. Okay. I'll just take a minute. Просто немного, because we're already gotten very far, just a second. I just need your help with one thing. Мы уже достаточно много прояснили, сейчас мы проясним одну вещь. Okay?